Всем привет! Сегодня я покажу вам, как можно сделать панно «Заяц». Для этого мы используем колечко деревянное 4 сантиметра в диаметре. И для начала нам потребуется 4 отрезка по 160 сантиметров длиной. У меня это хлопковый шнур 5 миллиметров. И крепим мы на колечко изнаночным креплением. Но также можно и лицевым, это на ваш вкус, от этого ничего страшного не будет зависеть. Крепим для начала 4 отрезка, а потом уже начнем наше плетение. И начинаем плести квадратный узел. Берем 4 первые нити, складываем слева нить дугой, справа поверх и через задние нити продеваем в дугу. И закрываем, делая справа дугу, левую нить кладем поверх и в правую через заднюю стенку двух нитей. Сделали один узелок. Если вы с ним не знакомы, кстати, то просто внимательнее посмотрите на видео, и легко он повторяется, так как на видео все понятно и доступно видно. Вот. Ну а так мы с вами должны сделать для начала 2 квадратных узелка из наших 4 нитей. Потом мы должны соединить эти квадратные узлы. Соединение проходит таким образом, что мы берем 2 нити от одного узла и 2 нити от второго узла. И опять же проделываем то же самое. Вот квадратный узелок у меня, он правосторонний всегда, левосторонний, извините, потому что перемычка, вот у нас это, она у нас слева, следовательно, он левосторонний. Кто-то может делать правосторонний, кто-то может делать право-лево. Так, далее, после того, как мы соединили, еще нужно проделать точно такие же узлы, как вот мы первый ряд с вами делали, 2 узелка. То есть в итоге у нас должно получиться 5 узелков квадратных. И потом уже начнем далее. Далее мы будем добавлять с вами 6 отрезков по бокам. 3 вниз в одну сторону и 3 вниз в другую. Но делаем это постепенно. Складываем так, как мы начинаем плести квадратный узел. То есть вот эта вот наша нить, она будет являться боковыми нитями, которые оплетают как раз 2 центральные. Повторяем все, как я показываю на видео. Но если вы знакомы, то я думаю, вы знаете. Добавляем один слева, такой вот отрезок. Не сказала, да, сколько он у нас будет. Точнее, все 6 отрезков будут по 130 сантиметров у нас. Добавили слева, добавляем справа точно так же. И в центре нужно будет проплетать тоже квадратный узелок из 4 нитей, которые остаются. У нас не должно быть лишних нитей вообще. И каждый раз нужно проплетать этот ряд, когда вы добавили, проплели ряд, чтобы не потеряться в случае чего. Но, как я уже сказала, вот 3 в одну сторону, 3 в другую. Всего 6 отрезков по 130 сантиметров. Делаем это и не путаемся. Смотрим на видео, я думаю, все понятно.
Мы доделали с вами крепление 6 отрезков. Сейчас нам с вами понадобится 10 отрезков по 110 сантиметров, и мы с ними будем проделывать тоже плетение квадратного узла, но сначала мы их складываем так, как показано на видео, и я вот закрепляю булавками. И проделываем как раз-таки наш квадратный узел, ну, обычно, как мы его и делаем. Тут будет в чем у нас такая магия, в том плане, что мы, как бы видите, он отдельно будет добавляться, он ни за что не держится. Это у нас как бы будет передняя часть нашей корзиночки. И таких мы должны сделать с вами 5 штук. 5 штук вот так вот проплести, а потом вторым рядом их соединить. Но обязательно одну такую штучку сделайте с ушками подлиннее, то есть не затягивать вот эти вот нити, которые у нас внутри. Это на видео тоже будет показано. И вот одна нужна нам, потому что мы создадим эти ушки, да, мы же зайчика делаем с вами. Вот как раз, что я и говорила, где нужно оставить под ушки зайчика. Я просто здесь могу не до конца доводить, да, наше первое вот это вот плетение, закрываю квадратный узел, и вот они остаются. Их можно немножко вытянуть, потому что эти нити у нас не сильно затянуты. Ну вот, одна у нас получилась с ушками. Так, следующим ходом я, видите, их все положила и буду проплетать второй ряд, то есть соединять их. Первый со вторым, беру первые 2 нити от первого и 2 нити от второго и соединяю квадратным узлом. И так все подряд прохожу этот второй ряд, чтобы они у нас как бы скрепились, а не поодиночке просто были. И теперь нужно соединить также вот как бы ко второму ряду получается то наше первое плетение с этим. Берем 2 нити, которые у нас остались с краю, и 2 нити, которые у нас есть с нашего первого этапа. Вот. Соединяем с одной стороны, с правой и с левой. И потом я уже подвешу на рейл наше панно, и мы будем плести по кругу, создавая такой корзиночный бочонок, если так можно выразиться. Кашпо же у нас, да, создавая кашпо. И теперь получается, что у нас уже с вами есть 2 ряда, и нам еще нужно проплести 6 таких круговых рядов уже, да, круговых. Обязательно не переходите на другие ряды. Если начали плести 3-й ряд, то закрываем 3-й, переходим к 4-му, и всего в итоге у нас должно получиться 8 рядов. Будьте внимательны.
Ну вот, наша кашпо почти готова. Сейчас мы сделаем с вами такое как бы уменьшение вниз. 8 рядов, посчитали, все верно. Уменьшение мы будем делать путем такого треугольники будем создавать. И берем два любых как бы узла квадратных, соединяем их. И вот у нас как бы из вот этих двух узелков еще одного создается такой треугольник. Потом переходим на другие два узелка и создаем еще между ними узел, и тоже как бы вот этот треугольник создается. Это нужно, чтобы было красивое такое уменьшение рядов. Не так, что просто у нас нитки будут торчать, а так, что у нас как бы, мы так плавненько спускаемся вниз. То есть мы по 2 узла берем, создаем между ними узелок квадратный, и как бы получается такой треугольничек. Проделываем так со всеми нашими узелками. Тут должно быть кратно это все, и их будет равное количество. И первый вариант закрытия кашпо я предлагаю вот такой. Берем с вами отрезок сантиметров 70 длиной, можно 50. И смотрите, я делаю сейчас узелки, чтобы не потеряться, потому что там нужно будет за правильные нити тянуть, за эти же. Вот. И смотрите, я складываю нить вот такой вот капелькой. Вверх одна у меня торчит, а внизу вот эта вот капелька как раз. И я начинаю заматывать. То есть делать такую намотку. Делаю на протяжении того времени, как я хочу и как она мне будет нравиться. То есть намотка там может содержать 3 круга, 4, 5. Но после того, как я сделала нужное количество, которое мне нравится, я ввожу нить свою в ту капельку, петельку, которую мы изначально оставляли. А сейчас нужно будет потянуть за ту нить верхнюю, которую мы тоже оставляли. И наш узелок скроется за этой намоткой. Далее можно еще подтянуть нити все, от кашпо, которые идут, чтобы у нас равномерно все уже распределились нити, никто никуда не выглядывало. И все. И все, что останется, это только подрезать вам кончик, хвостик наш, и ваше кашпо будет готово с таким вот тоже классным хвостиком. Но если вас такой вариант не устраивает, то посмотрите видео дальше или перейдите по тайм-коду, который я оставлю под видео и в комментариях тоже прикреплю, ко второму варианту, там, где мы будем делать с вами хвостик зайчику из хлопкового шпагата. Но так, я думаю, что вот это кашпо, оно понятно, вы его сделали, оно у вас получилось. Пишите, какой у вас вариант останется, первый или второй. Или вы сделаете, может быть, 2 кашпо. Вариант у нас без хвостика. Собственно, мы сначала давайте вывернем наше кашпо, потому что нам нужно будет убирать, отрезать эти лишние концы. Мы выворачиваем. И сразу напоминаю вам, что мы с вами оставляли вот такие вот треугольнички, да? Мы сейчас будем проделывать соединения, а некоторые нити не будем проплетать. Некоторые нити будут оставаться у нас просто не проплетенными. Внимательно смотрим сейчас на видео, потому что я могу своими словами вас больше запутать. Вот из тех узлов, которые мы делали
как бы между двух, да, один узелок, мы берем 2 нити от него и 2 нити от второго и проделываем квадратный узелок. И там так я планирую соединить все свои, как бы вот эти вот, как это сказать, треугольные вершинки, да, ну то есть узелки, которые мы делали между двумя узелками, пирамидки, когда создавали. Вот, мы должны так соединить, и потом я сделаю еще такой заключительный тоже соединительный, а вот эти нити, которые остаются, они так у нас и останутся, они не будут нам особо мешать, их можно будет потом, если что, спрятать крючком или чем-нибудь еще сделать узлы, но, в общем-то, они нам не мешают. Вот сейчас посмотрите тоже внимательно, я перехожу и опять беру 2 нити с одного узла и 2 нити с другого, и соединяю. Будет такое красивенькое нисхождение, такое плавненькое. После всех соединений узлов у меня вот остается же ведь хвост, я его буду подрезать. Сначала подрежу и проверю, как он там будет себя вести внутри. Если что-то будет много, лишнее, сделаю узелки, либо подрежу еще. Но мне кажется, получилось вообще прям здорово. Прям мне очень нравится. Надеюсь, что у вас тоже это все получилось. И у нас низ с вами прекрасно выглядит. Не просто хаотично даже, а очень хорошо и красиво. Далее я беру остаток шпагата белого у меня и наматываю его на пальцы. Отрезок, наверное, 50 сантиметров. Может быть меньше, может быть больше. Я его просто наматываю. Если, может быть, вы знаете, как сделать помпон каким-то своим способом, то делайте. Я просто так, я правда не знаю, как их делать, решила, что этот способ мне подходит. И дальше у меня оставался какой-то шнурочек такой беленький. Можно также использовать шнур, который мы наматывали на пальцы. Вот, я просто закрепляю
потом разрезаю. И единственное, когда вот я прикрепила кашпо, я потом вот так вот чуть-чуть поворачиваю как бы этот помпончик, и тогда не видно вот это вот соединение, потому что когда просто соединение, то он в две разные стороны торчит, а так я его перекрутила, и у меня не видно соединения, и он оказался таким очень пышненьким. На видео все показано, все видно. Я думаю, что у вас все получится. Ну вот сейчас, смотрите, я так перекрутился, и помпончик красивенький. Так, ну что, надеюсь, что у вас кашпо получилось, что вам было все понятно, доступно. Подписывайтесь на канал, я буду очень рада комментариям. Жмите на колокольчик, чтобы получать уведомления. Видео у меня, потому что выходит довольно часто. И пишите, какой вариант вы сплели, первый или второй, или какой вам больше понравился. Пока-пока!